Когда мы выбирали соболенка, мы просили самого дикого щенка, потому что мы хотели отправить щенка на программу реинтродукции в дикую природу. И Бадди действительно был очень стеснительным и совсем неконтактным зверьком. Он боялся даже брать еду из моих рук, что, в общем-то, было очень даже хорошо. На реадаптацию соболей отправляют только в 5 месяцев. Это то самое время, когда щенки, повзрослев, уходят из семей и начинают самостоятельную жизнь. Поэтому Бадди должен был отправиться на нашу ферму, где он должен был жить в одиночестве с минимальным контактом с людьми. Однако что-то пошло не так. Бадди регулярно удирал из своего вольера, который находился в лесу, и бежал почему-то не в лес, а на ферму. Потому что на ферме пахло молоком и медом. Бадди очень быстро подружился с родителями, которые должны были держать его в изоляции. Однако сердце не выдерживало против обаяния и шарма этого маленького мохнатого бандюгана. Ну а Бадди тоже, не будь дурачок, предпочел комфортную жизнь в доме, где всегда есть мед, молочко, сыр. Пахнет очень вкусно. Жизни в лесу. Ну а поскольку на ферме жили козочки, маленькие овечки, то, собственно говоря, повзрослев, Бадди представлял бы для них определенную опасность. Это сейчас мы с вами знаем, что Бадди боится даже кролика-бамбу. А тогда было не совсем понятно, сможет ли он ужиться с овечками. Или инстинкты проснутся в нем, и он начнет охотиться на них. А Гвидон не бодается, папа? А, папа? Ну, они, знаешь, могут так поиграться. И было решено отправить Бадди обратно ко мне в Москву, где я подготовила для соболя балкон, освободив его от своих вещей. Поставила там этажерку, кошачий домик, чтобы соболю было где прыгать и лазить. Я надеялась, что Бадди будет занят в своей комнатушке и не захочет общаться со мной и начнет, наконец, дичать. Но этого не произошло. Бадди было скучно на балконе. Каждый раз, завидев меня или услышав о моем приближении, Бадди бежал к окнам и просился изо всех сил, чтобы я пустила его в свою комнату, ведь со мной намного веселее. То есть соболь изо всех сил искал контакта с человеком. Такое бывает. Зверофермские животные не понимают, что человек представляет для них опасность, потому что с детства они получают от человека еду, иногда ласку. Вот и Бадди не понял, что он должен одичать, что он должен вдруг начать бояться людей. Некоторые особи успешно дичают и отправляются в дикую природу, но с Бадди такого не произошло. Ведь животные, так же как и мы, имеют абсолютно индивидуальные характеры, личности и темпераменты. В итоге, когда Бадди исполнилось 5 месяцев, он получил вердикт «непригоден к реадаптации». Страх перед людьми у соболя уже не появится. Несмотря на то, что во время этой самой программы реадаптации их изолируют, они живут отдельно, их учат охотиться на мышей. Но в данном случае нам сказали, что у Бадди страх перед человеком не появится, потому что он очень сильно жаждет общения с людьми. Он не убегал даже от незнакомых людей. Это совсем плохой признак. Бадди прыгал на наших гостей для того, чтобы познакомиться с ними, понюхать их и, может быть, поиграть. Это признак полного отсутствия страха перед человеком. Неси, скорее неси. А такой страх – это необходимость для выживания в лесу. Шкурка у соболя очень дорогая, и если вот такой вот зверек выйдет поиграть к человеку, который окажется охотником, для соболька это будет смертельной ошибкой.
Поэтому решено было оставить Бадди жить с нами. Что у тебя на хвосте налипло такое? Давай опять. Неси, давай. Ну неси, вон он. Вон мячик, вон, больше, вон. Вон мячик, смотри. Ты мне его не дал. Вон же он. Давай, вон. Вон он. И если вам нравятся наши ролики, ставьте лайк. Нет больше. Это нас очень мотивирует на создание нового контента. Иди скорее. Оп. Давай, иди сюда. Иди сюда, давай. Принес. Спасибо. Спасибо.